Миллиардер Алексей Иванов возвращался домой раньше обычного и услышал смех там, где обычно царила тишина. В комнате его сына Петра, который после несчастного случая 2 года назад передвигается в инвалидной коляске, стояла девочка без дома с единственным предметом – бананом в руках, и играла в воина. И в этот момент мальчик впервые за долгое время выглядел по-настоящему сильным и счастливым. Алексей замер в дверях. Петр сидел у открытых дверей на террасу, солнечный свет ложился на спицы коляски. Он был в красной футболке и серых штанах, руки подняты в воздух, словно он только что одержал важную победу. А девочка, которую звали Амара, была примерно 10 лет. Ее волосы были аккуратно собраны, одежда поношенная, обувь разная, но в руках она держала банан как меч, а поза была уверенной и решительной. Амара показывала Петру движения, которые учила у дяди в родном городе. «Каждый может быть воином. Просто сражайся так, как можешь», — говорила она. Петр повторял ее движения, смеялся, кричал, и смех заполнил весь дом. Алексей стоял, не веря своим глазам. 2 года он пытался исправить ситуацию с сыном. Врачи, терапия, строгие графики. Он забыл, что Петр не нуждался в исправлении. Ему нужно было быть увиденным. Алексей понял это впервые за долгое время. Он взял телефон, отменил все встречи на ближайшие дни и написал старому другу: «Помнишь, как мы строили форт и сражались с драконами? Кажется, я забыл, как это важно». Затем он подошел к кухне и сделал простые сэндвичи с арахисовым маслом и джемом, любимые Петра. Несколько минут он готовил, слушая смех из комнаты, и впервые за 2 года особняк не казался пустым, холодным, а настоящим домом. Алексей осторожно постучал в дверь Петра. «Королевство голодное, можно войти с припасами?» Смех внутри затих, но мальчик сразу пригласил отца. Амара слегка замерла, опустив банан, но Алексей мягко сказал: «Оставайся. Ты никому не мешаешь». Потом они вышли на террасу. Петр катился вперед в коляске, Амара шла рядом, держа банан как меч, а Алексей понял, что настоящая ценность – это не деньги или контроль, а внимание, время и любовь. Он освободил все послеобеденные часы, отменил занятия, распорядки, чтобы быть рядом. В тот вечер, когда солнце садилось, Алексей впервые не видел перед собой лишь сына в коляске. Он видел ребенка, воина, который снова ощущал себя живым. А рядом была девочка без дома, с бананом и невероятной смелостью, которая научила миллиардера, что настоящее богатство – это возможность видеть и ценить простые, важные моменты жизни.